Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня, наконец-то, я добралась сшить себе новую авоську, весеннюю. Потому что зимняя у меня была авоська с мехом. Есть видео на канале, или вот воспользуйтесь подсказкой, если кому интересно. Посмотрите мастер-класс, как я шила зимнюю авоську. Но уже на дворе весна, солнышко потеплело, и как-то уже неудобно ходить с мехом, поэтому я решила сесть и сшить себе новую авоську. Буду шить из мебельной ткани. У меня вот такой наборчик. Я замерила, ширина у меня так одной половинки где-то 33, значит 66, ну и где-то на 60 в высоту. Вот. И вот такие вот ткани-компаньоны разных цветов. Для начала я, конечно, все сейчас это разберу на части. Мне повезло. У меня здесь на образцах нет такого клея, от которого рукодельницы мучаются и не знают, как избавиться. Я, кстати, тоже никаких способов не нашла, как этот клей просто вырезать. Ну, может быть, кто-то знает способ? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, что многим пригодится. У меня здесь таких вот нету этикеточек на такой клей приклеенных. У меня просто клейкие, такие, как клейкой ленты, этикетки, да, просто я оторвала и все. И у меня тканюшки остались чистенькие. Вот. Многие еще спрашивают, где вы берете эти образцы мебельных тканей? Да где берете? Идем по магазинам, где продают мебель, где ее делают на заказ, и спрашиваем. Есть, конечно, вредные продавцы, ну, вернее, которые сами забирают, тоже шьют там что-то из них. Было у меня такое. Продавщица. Я говорю, ой, а можно у вас вот это забрать? Такие, говорю, красивые тканюшки, они вам нужны? Да сейчас прям. Нет, нельзя. Я сама из них покрывала шью. Вот. А бывает, что отдают прям мешками. Сестра у меня тоже не постеснялась, спросила ей, как открыли вот так диван, и говорят, забирайте все. А там даже одного пакета не хватило, пришлось мужу идти еще за пакетами в машину. Вот, и у меня тоже было так, что из мешка сказали, забирай сколько унесешь. Ну вот я сколько смогла забрала. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, кому если хочется. Вот такой у меня шаблончик. Сердечко я нарисовала на картоне. И из вот этих цветных кусочков я буду сейчас чертить вот эти сердечки, потом буду их вырезать. Из большого куска у меня будет основная часть сумки, а вот эти сердечки у меня пойдут на украшение. Я еще не знаю, как я это буду пришивать, но как-нибудь сейчас посмотрю. Либо рядочками, либо, может быть, какой-то узор сделать, а может быть, просто в хаотичном порядке. Ну, посмотрю. Как говорится, вдохновение приходит во время работы. Так что пока сначала задача это все начертить, потом вырезать. Вырезать я решила ножницами зигзаг, чтобы не сыпались вот эти вот заготовочки, чтобы их не обрабатывать, не закрывать эти края. Решила. И вообще на сумке я тоже все швы решила, ну, я обычно закрываю лентой атласной, в этот раз решила вот ножницами зигзаг по всей сумке пройтись. И швы у меня такие будут, и вот эти вот сердечки. Вот таким образом я все повырезаю сейчас и потом буду раскладывать. Вот, я думаю, что замечательно смотрится. И воспользовавшись клеем карандаш канцелярский, я таким образом их как бы наметала, приклеила на основу.
И все, они у меня уже никуда не денутся. И решила все это я простегать мозгами. Ну, стегальщик из меня еще тот. Я никак еще не освоила эту технику. Но вот так вот время от времени, когда мне это нужно, что-то где-то в изделиях, я с горем пополам все-таки как-то стегаю. Вот. Но не хватает времени, чтобы вплотную заняться. Ну, вот видите, и у такой неумехи, как у меня, все равно получилось. В принципе, прилично смотрится. Немножко вот у меня здесь стянулось, но это от недостатка опыта. Но, тем не менее, смотрите, очень даже прилично. Вот. Теперь я зашью нижний шов и боковой на этой основе. Длину я пока не отрезала. Я вам покажу, каким образом я решила сделать ручки. Сейчас зашью боковой шов и покажу свой способ, который мне вот именно сейчас пришел в голову. Раньше я так никогда не делала. А в голову мне этот способ пришел только лишь потому, что мне не хотелось отрезать лишнее. И очень интересно, кстати, получилось, легко и просто. Поэтому, может быть, кому-то пригодится. Я буду очень рада, если кто-то возьмет на заметку такой способ ручки пришивать. Легко, просто, быстро, аккуратно получается. Вот. А здесь я уголки вот так вот отстрочила, лишнее отрежу. Тоже ножницами зигзаг. И в этот раз не буду обрабатывать швы атласной лентой, я уже говорила. Потому что считаю, что и так тоже смотрится хорошо. И мебельные ткани, они так сильно и не сыпятся, как какие-то другие. И плюс еще ножницы зигзаг, они и вид тоже хороший изнутри. Смотрится все аккуратно, поэтому я посчитала, что нет смысла тратить лишнее время. И так хорошо. Все, теперь я выворачиваю. Вот они, уголки у меня. И вот смотрите, сколько у меня там сантиметров 5, наверное, даже 6 лишнего. И вот я думала, на ручке, если отрезать, это мало. И решила ручки сделать из другого цвета ткани. Взяла вот тоже серую мебельную ткань, сшила ручки. И опять смотрю, опять отрезать мне ничего не хочется. И думала, как же так красиво пришить. И придумала вот так. Отчертила мелком линию, по которой ручки у меня должны будут идти. Ну, как бы это верх сумки получается. Вот. И на тех местах, вот где у меня должна ручка быть, я просто прорежу такие щели. Сначала надрежу немножечко и потом дальше до нужного расстояния вот так вот прорежу с одной стороны и с другой стороны. Вот. Вот видите, вот такие вот щелочки, прорези. И с задней стороны то же самое сделаю на тех же самых местах. Вот, с одной стороны и с другой стороны. Вот так. И теперь в эти отверстия я вставлю ручки. Вот таким образом. Вот видите? Вот так вот я их просунула. И с этой стороны также вставлю ручку. Так и вот так. Вот. Ну, небольшой там запасик у меня. Теперь я это отворачиваю на лицевую сторону
И буду по кругу сейчас отстрачивать, просто прямой строчкой. Кто не может сразу строчить, конечно, все это иголочками нужно закреплять, но я делаю вот так вот сразу. Ну, как бы это неправильно, но я вот так ускоряю как бы процесс. Вот. И вот так вот аккуратненько, не торопясь, где-то сантиметра от края, но у меня даже поменьше, где-то миллиметров 7, наверное. Ну, тут кому как нравится. Кто-то может и больше отстрочить, а потом еще снаружи тоже несколько строчек пройти. Тут уже каждому свое в голову приходит. Я вот так сделала. Отстрочила одной строчкой. Вот. Потом все это завернула внутрь. Вот так. И еще снаружи тоже сделала отстрочку. Тоже где-то на расстоянии сантиметра от края. Мне очень понравилось. Быстро, красиво смотрится, аккуратно, нигде ничего не торчит. И ручки крепко пришиты, 2 швами получается. Ну, кому мало, можно еще рядом строчку сделать. Как бы, как двойной иглой, как будто прошито. Можно какой-то фигурной строчкой отстрочить. Ну, уже там каждый сам себе хозяин, кому что в голову придет. Вот. Я вот так вот по-простому сделала. И все. И сумка моя готова. Такие сумки можно каждый вечер штамповать. По 2 штуки за вечер после работы. И на рынок продавать. Посмотрите, какая веселенькая авоська получилась. Так что завтра я пойду на работу с обновкой. Я довольна. Такая у меня сумочка. А у меня на сегодня для вас все. Буду рада, если кому-нибудь понравится. Пишите комментарии, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.